Всем привет! Не удержалась. Честно говоря, хотела это сделать еще в первом ролике. Представляете, как долго терпела? Итак, сегодня вторая серия блюд из страусиных яиц. Позвонив на ферму, мы узнали, что все яйца пошли на инкубатор и целый месяц не будут поступать в продажу. Поэтому белое яйцо страуса Нанду мы нашли только в элитном супермаркете. И узнали, что утром на витрине их было аж 6 штук. Мы забрали пятое яйцо около 6 вечером. То есть продукт, оказывается, достаточно востребованный у нас в городе. Цена в супермаркете практически вдвое больше, чем в фермерском магазине. За зелеными яйцами страуса Эму мы отправились на небольшое частное хозяйство и купили 2 штуки практически по $10 за каждое. Совместили приятное с полезным и узнали кое-что интересное. Самку от самца внешне отличить невозможно, только по голосу. Как вы думаете, кто кричит громче? Пишите в комментариях. А теперь сравним. Яйцо страуса Нанду весит чуть больше 1 килограмма 300 грамм. Яйцо Эму – полкилограмма, а крупное куриное – 59 грамм. Для начала перед приготовлением обязательно моем яйца в теплой воде с мылом. Первые 2 блюда приготовим из яиц страуса Эму. Они такие малахитовые, такие красивые и яркие. В интернете их скорлупа продается практически по $4 за половинку. Она внешне похожа на фарфор, поэтому ее используют для декора. Итак, для первого блюда берем квадратный черный хлеб, отрезаем верхушку и вынимаем мякиш. Теперь аккуратно распиливаем малахитовое яйцо пополам. Могу смотреть бесконечно на 3 вещи: на огонь, на воду и как готовят мужчины. Берите на заметку канал «Юрец готовит». Чисто мужской взгляд на кулинарию. Мангал, казан, тандыр и много мяса. На канале вы можете увидеть простые и легкие рецепты рыбы, курицы, индейки и даже целого аллигатора, что меня особенно удивило. Оказывается, в Америке на мясо их выращивают на специальных фермах, а потом официально продают в магазинах или онлайн. Ссылку на канал оставляем внизу. Возвращаемся к яйцу. Ножом разрезаем плотную оболочку и с усилием открываем скорлупу. Приличный такой размер желтка. Теперь выливаем яйцо в хлеб, солим, перчим, добавляем сухой чеснок и чуточку острого чили. Без крышки отправляем хлеб в духовку на 40 минут при температуре 200 градусов. Если хотите более мягкий желток, то держите в духовке минут 30. У нас появилось время для соуса голландез. Отделяем желтки от белков и берем только 3 желтка. Затем добавляем 1 столовую ложку сока лимона, 1 чайную ложку воды и щепотку соли. Ставим на водяную баню так, чтобы тарелка не касалась воды. Готовим, постоянно помешивая на небольшом огне. А когда соус начнет густеть и приобретет консистенцию сметаны, добавляем небольшими кусочками 65 грамм сливочного масла. Не забывая помешивать, варим голландез еще 1 минуту и снимаем с огня. Соус подаем теплым, иначе вам придется его намазывать как масло. Наше блюдо увеличилось в размере и готово к подаче. По желанию его можно посыпать тертым сыром чеддер и отправить в духовку или микроволновку, чтобы сыр полностью расплавился. Украшаем острым перчиком и посыпаем зеленым лучком. Разрезаем и смотрим, как запеклось яйцо. Теперь хлеб, разрезанный на ломтики, поливаем теплым соусом голландез. Французский соус имеет приятный сырный вкус и прекрасно подходит к рыбе, овощам и яйцам. Знаменитые яйца Бенедикт подаются именно с этим соусом. Говорят, что все яйца по вкусу похожи, но полностью готовый желток страуса по вкусу более маслянистый и не такой сухой, как куриный. Кстати, яйцо страуса менее калорийное, чем куриное,
118 килокалорий против 160 на 100 грамм. Если есть огромное яйцо и огромный помидор, то грех не приготовить шакшуку. Еще нам понадобится 2 репчатых лука, чеснок, болгарский и острые перцы. Нарезаем мелкими кубиками лук и высыпаем в овощную тарелку. Затем берем 1 болгарский перец, обрезаем его с 2 сторон, делим пополам и удаляем семена и перепонки. Сначала шинкуем соломкой, а затем кубиками. Отправляем перец к луку. Отрезаем несколько колец острого перца и берем 2 зубчика чеснока, можно даже больше. Придавливаем его лезвием ножа и очищаем шелуху. Мелко дробим и приступаем к помидору. Нарезаем его крупными кусками и пропускаем через блендер. Ставим чугунную сковородку на огонь, добавляем растительное масло и подрумяниваем сначала лук, затем добавляем к нему перец и поджариваем. Следующим этапом кладем чеснок и острый перец. Затем выливаем томатный сок и пока он прогреется, в ступку высыпаем зиру и немного соли. Теперь толчем, чтобы лучше раскрыть запах специи. В томатный соус добавляем 1 столовую ложку красной паприки, зиру, соль и все перемешиваем. Не без труда разбиваем малахитовое яйцо, а затем выливаем его в центр сковороды. Солим и перчим. Накрываем крышкой и теперь нарезаем зелень. Зеленый лук, петрушку, можно еще кинзу и укроп. Шакшуку готовим 20 минут на медленном огне. Запах томата со специями просто необыкновенный. Теперь берем зелень и посыпаем все, кроме яйца. Эта шакшука скружила нам голову. Пора ее пробовать. Если вы вдруг меня спросите, почему я такая веселая, я отвечу: просто я вкусно покушала. Хорошая еда вызывает наружу все лучшие качества человека. Без Андрея никуда. 3-е блюдо готовим по рецепту Андрея. Мы очень волнуемся, чтобы его оригинальная задумка удалась. А придумал он приготовить омлет прямо внутри яйца. Моем яйцо с мылом в теплой воде. Теперь нарезаем шпинат, соломкой красный болгарский перец, молодой зеленый лук и тонкими полосками колбасу. Начинка для омлета готова. Сверлим отверстие в яйце. Надеваем на место сверла китайскую палочку. Опускаем в отверстие и включаем дрель. Перемешиваем желток с белком. Выливаем часть содержимого в тарелку. Солим, перчим и добавляем сухой чеснок. Закрываем пальцами отверстие, встряхиваем яйцо и тщательно все перемешиваем. Теперь наша задача заполнить яйцо начинкой. Все ингредиенты порционно помещаем внутрь через отверстие и регулярно встряхиваем, чтобы перемешать все компоненты. Теперь берем обычную пробку, обрезаем края до такого размера, чтобы закрыть отверстие. Отправляем фаршированное яйцо в воду и когда вода закипит, засекаем 50 минут. На охлажденном яйце делаем отметки фломастером и разрезаем скорлупу пополам. Раскрываем и смотрим, что у нас получилось. Мы немного расстроились, так как хотели получить цельный омлет в виде яйца, а он сразу разделился пополам. Но ничего страшного, дополняем омлет зеленым луком, острым перчиком и любыми овощами. Можно было бы уже и попробовать, но мы решили очистить одну половину яйца от скорлупы. С одной стороны увидели неровности и поняли причину, почему омлет не смог отделиться от скорлупы. Мы умудрились продырявить плотную оболочку в самом начале, когда палочкой перемешивали все ингредиенты, и поэтому омлет прилип к скорлупе. Получилось весьма оригинальное блюдо, которое может удивить. Одним таким яйцом можно накормить всю семью и даже угостить хороших соседей. Ничего не делает ужин таким вкусным, как кулинарное видео. Поэтому 45 000 лайков
и для вас выйдет новое видео. Приятного аппетита и до вкусных встреч! Всем пока!